Я люблю Battle Royale. Это простой жанр, играющий на эмоциях читателя. В его приемы входят неожиданные повороты сюжета, выбывание полюбившихся персонажей, жестокость и раскрытие темной стороны человеческой души. Что реже, он раскрывает персонажей, которые даже в самую трудную минуту могут оставаться людьми. Мастером этого жанра является Манеюки Канэширо. Скорее всего, вы слышали его страшной воли богов. Для Канэширо она стала толчком его карьеры. На ней он набил руку и переключился на другие работы. Одна из них — это Battle Royale по футболу. И этим все сказано. Главный герой и другие перспективные футболисты с разных уголков страны попадают в странный проект. Его цель — выявить и создать лучшего нападающего в Японии и возвысить свою родину на мировой арене футбола. Для этого игрокам предстоит в изоляции проходить различные испытания и соревноваться друг с другом, чтобы в итоге остался один, лучший из лучших. Не знаю как вас, но меня забавляет даже сама идея о футбольном Battle Royale. Таким образом, режим выживания можно врубить для абсолютно любого спорта, работы или занятия. Например, Гарри Поттер, Иссякай, Battle Royale на льду. Звучит нелепо, но на удивление у нашего мастера мангаки получилось сделать и невнятный кринж. Наоборот, смешение жанров оказалось удачным и достаточно оригинальным. Особенно сильно это чувствуется при нынешнем застое идей. Читать эту мангу оказалось достаточно интересно и увлекательно. И вот почему. Во-первых, Канэширо делает самую свою большую ставку на персонажей. Его лозунг: героев должно быть много, и каждый из них должен быть запоминающимся и со своей фишкой. Нет, речь не о простом портфолио для галочки, где у каждого рандома есть своя трагическая история. Ведь продумать интересную, но не трагическую, как известно, очень-очень сложно. Персонажи должны выстреливать, должны блистать, должны привлекать, выделяться своими характерами и чарт-дизайнами. К тому же должны еще и взаимодействовать между собой, создавая химию. К слову, про химию. Было забавно наблюдать, как автор балансирует между гетеросексуальностью героев и фан-сервисом. В плотном мужском коллективе полет для фантазии обширный, а фандом не дремлет. Автор решил избавиться от стереотипного клише Battle Royale, а именно смертей персонажей по мановению рандомной волшебной палочки. Герои тут не умирают, и их жизни ничего не угрожает. Автор делает ставку на мотивацию, стать лучшими, сильнейшими, ведь это, возможно, их единственный шанс реализоваться. Весьма реалистичный подход позволяет читателю лучше проникнуться эмоциями персонажей, даже если они никогда до этого не играли в футбол. Законы этого мира не притянуты за уши, они не добавляют к нему лишней жестокости, они лишь отражает жестокость действительно. Режим постоянного соперничества лучше всего отражает жанр спокон. Бесконечное развитие героев, обилие новых испытаний и соперников. Более того, Канэширо очень сильно давит на эгоизм и агрессию своих героев, заставляя их, хоть и не буквально, подавлять не только своих соперников, но и союзников. Обычные проблемы сплоченной команды выглядят уже приевшимися, а подобные приемы привносят в жанр что-то новое. Химия между персонажами в этих условиях проявляется в весьма необычных ситуациях и приводит к забавным последствиям. Что примечательно, автору тут не нужно было даже ничего нового придумывать. Все само собой накладывалось на общую картину. Спокон и Battle Royale весьма неплохо сочетаются и как будто были созданы друг для друга. По итогу, картина вырисовывается великолепная. Казалось бы, если бы не несколько проблем. Безликий главный герой. Да, у него есть способности, но фишек его характера совершенно не чувствуется. Более того, все это скрывается за унылой внешностью, из-за чего он меркнет на фоне индивидуальности других персонажей. Испытания начинают повторяться. В какой-то момент разнообразие совершенно сходит на нет. Все повествование скатывается в обычный простой футбол. Даже складывалось впечатление, что я читаю очередной L-Shield 21, только без великолепной рисовки Мураты. Если же в начале мангака старается удивлять, вводить в заблуждение читателей и давать ему то, что он хочет, то после какого-то момента ему просто становится лень. Конвейер из глав и повторяющихся моментов уже был налажен. Финал истории ясен даже тем, кто еще не читал, так что смысл стараться.
Но в любом случае, я как минимум советую попробовать почитать, открыть, понюхать, присмотреться. Поначалу манга вас заботливо встретит высоким качеством рисунка, приятными чардизами, оригинальными идеями и неожиданными поворотами. И только потом она будет вас аккуратно окунать в грязь лицом, а не опускать в кучу говна с головой. Пожалуйста, напишите ваше мнение об этой работе. Может быть, я ошибся во всем, и это новая мессия в мире манги. А судя по оценкам, так оно и есть. Или же это полный мусор, и даже тех плюсов, что я описал, там нет. Жду вашего мнения. Пока-пока. お店に並ぶ絹のドレスを指さす